Привет, армия. Каждый раз, когда они пытаются отрицать очевидное, появляется еще один знак, который делает невозможным для нас всех игнорировать то, что происходит между Тэхёном и Чингуком. В последней прямой трансляции Тэхёна было кое-что, что сразу заставило нас всех говорить. Не только то, что он сказал на камеру, но и то, что мы видели позади него. Если вы были внимательны, вы могли заметить это, тень, движущаяся, как будто там стоял кто-то другой. Тэхён не сказал этого вслух, но то, как он отреагировал, создавало впечатление, что он был не один. И, конечно же, тем из нас, кто следит за всем, что происходит с Тэхёном, не нужно было показывать лицо, чтобы понять, кто это. С первой секунды большинство людей предположили, что это Чингук. Некоторые пытались предложить другие объяснения, говоря, что это мог быть кто-то из сотрудников. Но, честно говоря, мы слышали это оправдание много раз раньше. В конечном счете, те, кто говорит такие вещи, это те же люди, которых раздражает, что Чингук всегда появляется рядом с Тэхёном. Самое забавное, что эти люди никогда не задумываются об очевидном. Например, они постоянно ассоциируют Чингука с фаворитом. Хотя та же компания подтвердила, что «фаворит» встречается с девушкой, новость очевидна, но многие все равно это отрицают и продолжают подозревать, что Чингук испытывает к ней чувства. Однако, если отбросить слухи и взглянуть на факты, вопрос прост. С кем мы видим Чингука чаще всего? С кем он на самом деле проводит больше всего времени? Ответ прост – с Тэхёном. Мы видели их вместе в спортзале, тренирующихся бок о бок, поддерживающих друг друга. Мы также видели их вживую, на трансляциях, которые показывают, как комфортно им находиться в одном помещении. Дело не только в том, что они там, но и в том, как они смотрят друг на друга, как они смеются над простыми вещами или какое спокойствие они излучают, когда находятся вместе. Эти вещи невозможно подделать. И, конечно же, для многих, кто отказывается принять эту близость, каждое появление Тэгука становится проблемой. Они не знают, как реагировать, и единственное, что остается, это говорить, что все это просто совпадение или часть плана. Но те из нас, кто давно следит за их жизнью, знают лучше. То, что когда-то было случайным событием, теперь стало частью повседневной жизни. Мы видим, как они смеются, делятся, репетируют и выступают вместе, не боясь быть замеченными. И что самое интересное, они, похоже, больше не беспокоятся о том, чтобы это скрыть. Они демонстрируют это, как будто это самая обычная вещь в мире, и это говорит о многом. Неясные детали этой прямой трансляции, пусть и кажущиеся незначительными, дополняют все моменты, которые мы собрали. Они не являются окончательным доказательством или чем-то серьезным, но они идеально соответствуют тому, что мы уже знаем. У Чингука и Тэхёна другая связь, более тесная и сильная, чем та, что у них была с кем-либо еще. Пока некоторые люди все еще строят теории о Тэхёне, правда уже выгравирована на коже Чингука. Почерк Тэхёна сияет на его руке, словно бессловесное заявление. Одна из самых обсуждаемых тем в последнее время – это нечто очень конкретное – татуировки Чингука. Не секрет, что он всегда любил татуировки, и мало-помалу его тело стало своего рода личным холстом, на котором он оставляет отметины, символизирующие важные вещи в его жизни. Однако сейчас всеобщее внимание привлекает деталь татуировки V на его руке, и для тех из нас, кто внимательно следит за Тэхёном, это не осталось незамеченным. Первое, что бросается в глаза, это то, насколько новенькой выглядит татуировка. Она не похожа на какую-то старую татуировку, а скорее на что-то новое, тщательно выполненное. И что еще интереснее, так это то, где расположена буква, прямо рядом с микрофоном, на котором у него уже есть татуировка. Для кого-то другого это может быть простой деталью, но те из нас, кто следит за творчеством Тэхёна, знают, что это значит. Микрофон всегда был для него ориентиром, а теперь, когда рядом с ним красуется буква V, послание становится еще яснее. Это не совпадение, это решение, которое Чингук хочет навсегда запечатлеть на своей коже. Татуировки рассказывают историю, и в данном случае история Чингука ясна. Тэхён – важная фигура в его жизни. Конечно, не все принимают это за чистую монету, некоторые отказываются видеть это и ищут объяснений. Чингук, например, давно утверждает, что татуировка в виде Луны – отсылка к его любимцу. Эта теория была повторена тысячи раз в социальных сетях, как будто это было неопровержимое доказательство. Но реальность опровергает их. Татуировка исчезла, ее стерли, и теперь на ее месте появился другой рисунок. Вот почему многие из этих теорий с треском проваливаются.
Реальность проста. Между Чингуком и его любимцем только дружба, ничего больше. Все остальное — лишь фантазии, порожденные монтажом, слухами или беспочвенными предположениями. И хотя многие все еще цепляются за эту идею, доказательства очевидны. Чингук не отметил на коже ничего, связанного с ним. Вместо нее очень четко выгравировано имя Тэхёна, написанное его рукой и на микрофоне, который его сопровождает. Если рассматривать это в целом, невозможно не заметить закономерность. Чингук выбрал конкретные, очень личные символы, которые всегда относятся к одному и тому же человеку, и он сделал это не словами или публичными заявлениями, он сделал это с помощью татуировки, которая не сотрется за одну ночь. Если объединить это с тем, что мы уже знаем об их повседневной жизни, картина становится яснее. Чингук проводит много времени с Тэхёном, они вместе репетируют, появляются на трансляциях и, кажется, чувствуют себя комфортно и естественно вместе. А теперь с татуировкой все, что он сделал это еще более очевидным. Каждый раз, когда Чингук показывает свою руку, каждый раз, когда появляется это V, это ощущается как молчаливое напоминание. И даже если некоторые люди хотят продолжать отрицать это, правда остается выгравированная на его коже. В конце концов, слухи забываются, теории отвергаются, но татуировка остается. И в этом случае остается очень простое утверждение: сердце Чингука принадлежит Тэхёну, и он сам решил сделать это как можно более заметным. То, что мы видим сегодня между Чингуком и Тэхёном, это то, что нельзя скрыть оправданиями. Тогда их взаимодействие было короче и реже. Нам нужно было быть очень наблюдательными, чтобы заметить, когда они обменялись жестами, взглядами или особым моментом. Теперь история другая. Их близость стала настолько постоянной, что видеть их вместе естественно. Что самое главное, они не скрывают этого. Они не пытаются скрыть или скрыть свои чувства, вместо этого они показывают их естественно, как те, кому больше не нужно ничего оправдывать. Для тех из нас, кто давно следит за Тэхёном, это не просто прекрасные моменты, это ощутимые знаки отношений, которые выросли и теперь крепче, чем когда-либо. Самый очевидный пример – татуировки Чингука. Каждый раз, когда мы смотрим на его руку, буква V появляется как молчаливое напоминание. Ему не нужно объяснять это, потому что знак говорит сам за себя. Рядом с ним находится микрофон, еще одна татуировка, всегда связанная с Тэхёном. Тот факт, что они вместе на одной руке, не совпадение, а намерение. Слухи всегда пытаются отвлечь внимание. Например, Джикук сказал, что татуировка Чингука в виде луны была для любимого. Эта идея повторялась 1000 раз, но со временем стало ясно, что это бессмыслица. Татуировку удалили и заменили на новую. То, что сейчас на его коже, не оставляет места для сомнений. Инициалы Тэхёна выгравированы, и их нелегко стереть. Разница в том, что слухи забываются, а татуировки остаются. Это постоянное решение, отметина, которое рассказывает историю, которая не выдумана. И в этом случае история ясна. Чингук решил отметить Тэхёна на своей коже. Но их отношения не ограничиваются татуировками, это также заметно по их взаимопониманию и поддержке. Это не просто улыбки на камеру, это жесты, выражающие настоящую заботу. Они держатся за руки, массируют друг друга, молча смотрят друг на друга и уделяют внимание каждой детали. Они делают это не со всеми, а только друг с другом. Есть моменты, которые это ясно показывают. Например, на предконцертном видео их можно увидеть за кулисами, в то время как другие сосредоточены на своих выступлениях. У Чингука и Тэхёна есть что-то особенное. Они говорят тихо, подбадривая друг друга, от них исходит спокойствие. Иногда прикосновение к плечу, иногда короткий приветственный жест этого достаточно, чтобы успокоиться и уверенно выйти на сцену. И это происходит не только наедине, но и на публике. В прямых эфирах, на живых выступлениях всегда есть жест, взгляд, знак вовлеченности, который выдает их. Они не пытаются это скрыть, потому что, в конечном счете, эта связь – часть их самих. Раньше это могло показаться странным, но теперь ясно. Тэхён показывает себя без фильтра, и хотя некоторые предпочитают продолжать отрицать это, факты сильнее любой теории. Татуировки, взаимодействие, общие занятия – все указывает на одно и то же. В конечном счете, Чингук сделал просто, но мощно. Пока другие продолжают выдумывать истории, он решил оставить правду, написанную на его руке V, не слух и не вымысел. Это были настоящие чернила, четкие и заметные, и с их помощью он оставил прямое сообщение. Его сердце принадлежит Тэхёну, и ему не нужно было произносить это вслух, потому что он уже дал это понять как можно яснее.
with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying.